Всем привет! Свяжем мы с вами сегодня вот такого зайчика. Вот такой он у нас с бабочкой, с рюкзачком. Размер этого зайца 47 сантиметров вот от начала ушка и до сюда. 47. Вязать я буду немножко другим цветом. Итак, кофточку. Так вот положу. Кофточку я свяжу зеленым цветом, такой салатовый цвет. Шортики у меня будут такие вот под джинс, оттенок такой джинсовый, можно назвать его так. Далее, сам, естественно, зайчик, ножки и лицо у нас из двух цветов. Это вот бежевым оттенком цвет и белый. Поясок я свяжу немножко потемнее, такой коричневый цвет. Вот, а бантик и рюкзачок я свяжу красным цветом. Не знаю, подойдет ли красный цвет. Я посмотрю, если что, то может поменяю. Глазки я возьму поменьше этот раз. К сожалению, у меня с таким вот голубеньким окантовочкой голубенькой нет. Я беру прозрачной окантовкой. Это у меня сантиметр диаметр. А здесь у меня глазки сантиметр и 5 миллиметров побольше. Также возьму носик. Вот этот вот, он у меня на клеевой основе, потому что у меня нету на безопасном креплении носика. Вот такой вот носик, размер его в ширину сантиметр и 3 миллиметра. Так, что еще? Еще черная пряжа мне понадобится для того, чтобы сделать эту бороздочку. Ну, соответственно, синтепон, наполнитель, пуговичка, если хотите, для декора. Просто она у меня здесь как декорная, а так у меня тут кнопочка. Сюда можно связать, например, морковочку положить для него в рюкзачок, чтобы он не пустовал. Вот, ну, в принципе, все, что нам нужно. Соответственно, иголочка для сшивания. Крючок. Сейчас еще крючок покажу. Этого зайца я связала, вот как всегда, которым я вяжу все время 2,5. Крючок именно вот такой. Он у меня чуть поменьше. Не знаю почему, разница такая получилась. Я купила еще один крючок, тоже 2,5, но по размеру он потолще. Вот этот вот новый. А этот потоньше. У меня получился вот такой вот размер зайца. Этого зайца сейчас, который буду вязать, буду этим крючком вязать. Он тоже 2,5, но потолще. Я думаю, соответственно, и размер чуть-чуть увеличится. Вот. В общем, крючок у меня такой. Ну и все. В принципе, можно начинать вязать. Все детальки у нас вяжутся отдельно. Начнем вязать сначала руки. Берем белый цвет. Может, у кого-то это будет кремовый цвет, да? То, что посветлее. Оттенок выбираем, который у нас присутствует в теле. И в кольцо набираем 6 столбиков. Без накида стягиваем колечко. Первый ряд. Второй ряд. Провязываем 6 прибавок подряд. В ряду у нас будет 12 столбиков. Далее мы провязываем прибавки. Третий ряд вяжем столбики, прибавка в ряду у нас 18 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика, прибавка 24 столбика в ряду. И третий ряд провязываем 3 столбика и прибавка. И в ряду 30 столбиков. Итак, провязали мы, 5 рядов. В ряду у нас в последнем, в пятом, 30 столбиков. Теперь 6, 7, 8 и 9 ряд мы вяжем без изменений 30 столбиков. Получается, это 4 ряда. 4 ряда вяжем без изменений. Дальше у нас 10 ряд. Вяжем 13 столбиков и убавка. Повторяем 2 раза. Двенадцать и убавка за передние полупетли. И вторая убавка в конце. Следующий ряд у нас 11. У нас получилось, в 10 ряду 28 столбиков. Теперь в 11 ряду мы вяжем без изменений 28 столбиков. Теперь 12 ряд.
Мы вяжем 12 столбиков, убавка, повторяем 2 раза в ряду 26 столбиков. 13 ряд вяжем без изменений 26 столбиков. 14 ряд мы вяжем 11 столбиков и убавка, повторяем 2 раза в ряду 24 столбика. 15 ряд вяжем без изменений 24 столбика. 16 ряд 2 столбика, убавка, повторяем 6 раз. В ряду останется 18 столбиков. 2 столбика и убавка. Семнадцатый ряд вяжем 4 столбика и убавка, повторяем 3 раза, и в ряду у нас останется 15 столбиков. Четыре столбика и убавка. Вот, и в 17 ряду у нас осталось 15 столбиков. Теперь меняем цвет, тот цвет, который вы выбрали для кофты. И заканчиваю я последний столбик этим цветом. Соответственно, белую ниточку отрезаем, и потом мы эти два кончика соединим. Теперь 18 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли 15 столбиков. Провязали. Теперь, значит, с 19 по 36 ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков, которые у нас получились в этом ряду. Вернее, 15 столбиков, которые у нас в этом ряду, мы провязываем без изменений. С 19 по 36 ряд. Параллельно набивайте ручку. Сильно плотно ее не набивайте, круглую форму ей придавайте, но чтобы она была такой вот мягкой. 37 ряд. Вяжем 3 столбика и убавка, повторяем 3 раза. В ряду у нас останется 12 столбиков. 3 столбика и убавка. Итак, смотрите, значит, когда вы наполняете, нижняя часть у вас должна быть плоской. Здесь круглая, да? Но только так, чтобы она была не сильно плотная. До конца, до верху самого не дополняйте, оставляйте немножечко посвободнее. Чуть-чуть можно положить синтепона так, чтобы не плотно было. И теперь, смотрите, вы можете просто оставить, по крайней мере сейчас нам надо сначала довязываем до края. Вот видите, да, немножко не остается. Нам нужно, чтобы рабочая нить была с краю. Можно ее потом просто отрезать, оставив хвостик для пришивания, и 2 кончика вместе сшить, а потом пришить к телу, как я сделала в предыдущем зайце. Здесь я хочу соединить 2 края столбиками без накида и ввязать в тело ручку. Вот, поэтому выбирайте себе удобный для вас вариант. И так можно ручку к телу пришить. Значит, я так как буду вязывать, значит, я довязала нехватающих столбиков до края. Вот так вот держим ручку, чтобы плоскостью вверх смотрела. Вот, и воздушную петлю подъема набрала для того, чтобы все столбики удобно было вместе связать. Вот, и связываю вместе столбики. Вот, значит, 1, 2, 3, 4, 5, ну и 6 здесь последний столбик. Вот у меня получилось 6 столбиков. И отрезаю коротко ниточку, буду ввязывать лапку верхнюю в тело. Аналогично это и вяжем вторую. Ну, мы еще пока не закончили. Нам надо сначала, вот здесь у нас оставались передние полупетельки. Здесь нам надо просто присоединить этот цвет зеленый и провязать просто столбики без накида.
И все. Итак, каждую полупетельку провязываем столбики без накида. И по ходу вязания можно этот хвостик прятать. Итак, сделали соединительный столбик, отрезали ниточку и спрятали. Вот такой вот получается рукав. Теперь берем цвет тела, такой вот, который у нас основной, да, на кончике делаем узелок, отрезаем так вот немножко ниточки. Будем сейчас делать пальчики. Итак, отсчитываем 6 столбиков белого цвета. Рядов, вернее. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И примерно на глаз мы распределяем 4 пальчика. То есть нам надо сделать 3 стяжки, утяжки. Вот. Ввожу, значит, сюда. Вот примерно. Три, 4, 5, 6. Значит, сюда вывожу я ниточку. Прячем ее сюда. Вот вывели ниточку и примерно располагаем с этой стороны на этом же, в этом же ряду. Старайтесь ниточку не зацепить, чтобы можно было утянуть. Вот. Стягиваем. Стянули. И еще разочек. Вводим сюда, но выводим. Вот я вывожу. Значит, 1, 2, 3. Отсчитав 3 столбика. Почему я делаю 2 раза? Я на всякий случай, вдруг порвется ниточка. Можно взять мулине. Они более прочнее. Вот. Также натягиваем. Тут посерединке стараемся примерно, чтобы уложить. И здесь также отсчитываем 3 столбика. Вот и выводим сюда. Вывожу сюда обратно, но вывожу уже к следующему. 1, 2, 3. Вот и здесь отсчитываем 3 столбика. Ну, вы там смотрите, как вам кажется, как лучше, 3, там 4 столбика, как у вас получается. Вот. И как я делаю, значит, здесь стянула. Постараться захватить вот этих. Будет немножко неудобно, конечно. 2 ниточки. И сделаю узелок. Так вот, как бы стягиваю сюда к краю, чтобы потом узелочек не так заметен был. Ну, делаю, по крайней мере, двойной узелок. Думаю, что он будет держать.
Вот, и все, и прячу ниточку. Подальше. Ну, вот такие вот пальчики у нас получаются, 4 пальчика. Делаем аналогично этой ручки или лапки верхней, да, вторую. Прячем ниточку, все ниточки, и вяжем аналогично вторую ручку. Вяжем нижние лапки. Берем белый цвет, либо цвет, который вы выбрали, посветлее основного цвета, и в кольцо набираем 5 столбиков без накида. Далее второй ряд мы делаем 5 прибавок подряд. И в ряду у нас 10 столбиков. Ну и так мы будем продолжать вязать обычный круг. Но только у нас здесь будет 5 повторений, а не 6. Да? И довязываем до конца прибавки. 1 столбик прибавка, 2 столбика прибавка, ряды. Да? Доходим до 8 ряда, в котором у нас 6 столбиков и прибавка. Повторив 5 раз, у нас в ряду 40 столбиков. Далее с 9 по 11 ряд вяжем 40 столбиков без изменений. 3 ряда получается, да? С 9 по 11 ряд вяжем без изменений. 12 ряд вяжем 18 столбиков и убавка. Повторяем 2 раза. И в ряду у нас останется 38 столбиков. Тринадцатый ряд, 17 столбиков и убавка. Повторяем 2 раза. И в ряду 36 столбиков. Убавка за передней стеночки петли. 14 ряд вяжем 36 столбиков без изменений. Последний столбик не довязываю до конца и ввожу основной цвет. Белую ниточку отрезаем. Основным цветом заканчиваю столбик последний. Теперь 15 ряд вяжем за заднюю стенку петли. Ну, естественно, это мы завяжем потом. Значит, за заднюю стенку петли провязываем 16 столбиков, затем делаем убавку. И так повторим 2 раза. 16 столбиков и убавка. Убавку делаю я, когда вот приходится делать за полупетли, то я делаю так. Ввела рабочую нить, вытянула, и вторую точно так же. Столбик второй. И потом все петли на крючке провязываю. Потому что так как я делаю спереди, когда за передние делать убавки, удобнее браться так. А вот за задние почему-то не очень удобно. Поэтому я делаю именно так убавки. Там делайте точно так же, опять же, как вам удобно. И продолжаем дальше вязать. 16 столбиков и вторая убавка. Это был 15 ряд. В 15 ряду у нас 34 столбика. Далее 16 ряд вяжем 15 столбиков и убавка. Повторяем 2 раза. И в ряду останется 32 столбика. 17 ряд вяжем без изменений. 32 столбика. Далее 18 ряд 14 столбиков и убавка. Повторяем 2 раза. В ряду 30 столбиков остается. В 19 ряд вяжем без изменений 30 столбиков. Далее 20 ряд 13 столбиков и убавка. Повторяем 2 раза. В ряду 28 столбиков. 21 ряд 12 столбиков и убавка 2 раза. В ряду 26 столбиков. 22 ряд вяжем без изменений 26 столбиков. 23 ряд
вяжем 11 столбиков и убавкой повторяем 2 раза. И в ряду 24 столбика. Провязали. Теперь далее будем вязать поворотными рядами. Для начала провязываем 18 столбиков. Вот, провязали, да? Теперь поворачиваем вязание. Значит, повернули. Теперь вяжем. Воздушную петлю не делаем. Пропускаем один столбик. Видно, да? Значит, столбик пропускаем, начиная со следующего. Вяжем столбик без накида. Далее делаем убавку. Убавку я буду, так как это у нас поворотные ряды, я за обе стеночки петли делаю убавку. И все петли на крючке провязываем. Значит, убавка. Далее 11 столбиков вяжем. Провязали 11 столбиков. Далее делаем убавку. И столбик без накида провязываем последний. Вы можете ориентироваться, вот ваш маркер, когда вставляете, ориентируйтесь, вдруг где-то что-то не так сделали. Далее, теперь мы делаем воздушную петлю. Поворот. Дальше у нас будет воздушная петля в конце вязания. Теперь, это был 24 ряд, 25 ряд. Вернее, это был 25 ряд. 24 ряд. Столбик, опять же, провязываем. Убавка. Далее вяжем 9 столбиков. Провязали 9 столбиков. Далее у нас убавка. И последний столбик. Воздушная петля, поворот. Значит, в 26 ряду у нас 13 столбиков. В 25 у нас было 15, я не проговорила. Значит, в 26 13 столбиков. 27 ряд. Воздушная петля, поворот. Далее также вяжем столбик, убавка. Затем 7 столбиков провязываем. Убавка и столбик последний. Воздушная петля, поворот. В 27 ряду 11 столбиков. Далее опять провязываем 1 столбик. Затем у нас идет убавка. Затем у нас 5 столбиков. Далее у нас опять убавка и столбик. Последний провязываем. Воздушная петля, поворот. В 28 ряду у нас 9 столбиков. 29 ряд. Провязываем столбик, убавка. Далее вяжем 3 столбика. Далее убавка и столбик. Последний провязываем. Воздушная петля, поворот. В 29 ряду 7 столбиков у нас остается. 30 ряд. Опять же столбик провязываем 1. Далее убавка. Потом 1 столбик, убавка и последний столбик. В 30 ряду у нас 5 столбиков. Далее будем вязать по кругу. Можно на этом этапе набить ножку. 31 ряд. Значит, нам надо с этого боку провязать 5 столбиков без накида. Поэтому набираем. Там как у нас видно будет, где можно набирать, да, между каждым рядом. 1, 2, 3, 4,
5. Но если получается, что будет пространство большое, то я делаю так вот. Пятый я делаю вот 2 столбика вместе провязываю, еще поближе поступаюсь к краю, чтобы не было здесь дырки. Далее по нижнему ряду у нас здесь 6 столбиков. Вот провязываем 6 столбиков. С этого боку точно так же надо нам провязать 5 столбиков. И смотрите, как я делаю. Я примерно считаю, вот где у меня будут столбики располагаться. Раз, два, три, четыре, пять. И вот вижу, что здесь будет дырка, поэтому я вот здесь вначале, как и с той стороны, я сделаю такую вот убавочку. Провяжу один столбик. Вот. И дальше это 1, 2, 3, 4 и 5. И получается, у нас в 31 ряду должно получиться 21 столбик. Далее берем маркер и продолжаем вязать. 32 ряд. Вяжем 5 столбиков и убавка. Повторим 3 раза. И в ряду у нас останется 18 столбиков. Вот. Далее с 33 по 44 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков и параллельно постепенно наполняем ножку. Далее 45 ряд. Вяжем 9 соединительных столбиков. Старайтесь только петельки не стягивать, чтобы они были свободны, мы могли дальше в них ввязываться. Так вот делаем соединительные столбики. 9 соединительных столбиков. Далее вяжем 9 полустолбиков с накидом. Делаем накид и провязываем все петельки сразу. Девять полустолбиков с накидом. Далее 46 ряд. В этом ряду у нас 18 столбиков, так и осталось. Далее также провязываем 9 столбиков без накида. Здесь немножечко будет туговаты наши полустолбики, но ничего, можно. Поэтому сильно, когда стараться не стягивать, так слегка, чтобы верхушка свободная была, чтобы можно было вводить крючок потом. В общем, вяжем 9 столбиков без накида, 9 полустолбиков с накидом. Теперь 47 по 58 ряд, то есть 18 рядов у нас будет в итоге, да? Значит, вяжем без изменений. Тут у нас будет такой вот колен сгибаться, так немножко будет в этом месте. Вот, вяжем с 47 по 58 ряд без изменений. Итак, закончили вязание. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Ножки будем пришивать. Наполняем ножку, но потом уже, когда будем пришивать, дальше можно будет дополнять. Теперь нам надо также пальчики делать. Отрезаем ниточку, делаем узелок. И на нижних лапках у нас будет 3 пальчика. Также можете на глаз примерно расположить, где вы будете делать утяжки пальцев. И делаем утяжки. Значит, вводим иголочку вот сюда, под первый ряд белый. Втягиваем. Я отсчитаю 7 столбиков и сделаю вторую утяжку. Вот. А это как бы, смотрите, как вам на глаз удобнее или красивее, да? Или лучше, я не знаю.
Так вы располагаете пальчики. Я думаю, что так оно более... Пять, шесть, семь. Вот у меня получается серединка такая более толстенькая. Если вам так не нравится, вы можете чуть расстояние между утяжками уменьшить, например. Вот и также здесь я завяжу. И все. Всю ниточку вывожу и отрезаю. Все, нижняя лапка готова, вяжем вторую. Также. Итак, следующая деталька у нас ушки. Я уже начала вязать, обвяжем обычный круг. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков, далее второй ряд 6 прибавок подряд, затем столбики и прибавка, далее четвертый ряд 2 столбика и прибавка, затем 3 столбика и прибавка и шестой ряд 4 столбика и прибавка. В ряду у нас 36 столбиков. Теперь 7 и 8 ряд мы вяжем без изменений 36 столбиков. 9 ряд вяжем 16 столбиков и убавка, повторяем 2 раза, и в ряду останется 34 столбика. 10 и 11 ряд вяжем без изменений 34 столбика. Так мы будем чередовать убавки и без изменений ряды. Значит, итак, значит, повторяем. Значит, 10 и 11 ряд следующий сейчас у нас будет без изменений 34 столбика. 12 ряд 15 столбиков и убавка, повторим 2 раза. 13 и 14 ряд вяжем без изменений 32 столбика. 15 ряд 14 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. 16 и 17 ряд без изменений 30 столбиков. 18 ряд 13 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. 19 и 20 ряд вяжем без изменений 28 столбиков. 21 ряд 12 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. 22 и 23 ряд вяжем без изменений 26 столбиков. 24 ряд 11 столбиков и убавка. 25 ряд и 26 вяжем без изменений 24 столбика. 27 ряд 10 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. 28 и 29 без изменений вяжем 22 столбика. И 30 ряд 9 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. И последний 31 и 32 ряд вяжем без изменений. И отрезаем для пришивания. То есть, так как это все повторяется, вот, я думаю, это можно связать и самим. Вот такое ушко у нас получается. И у нас убавки как бы получается по бокам, так как делались. И сложите ушко так, чтобы вот именно в таком положении оно было. И посмотрите, сколько не хватает до края. Вот, довязывайте до края. У меня не хватает 2 столбика. Вот. И все. И на этом ушко у нас готово. Делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем для пришивания. Вот, так как ушко мы будем складывать пополам, чтобы пришивать вот так вот, и в таком положении будем пришивать к голове, поэтому желательно, чтобы у нас вот именно ниточка вышла вот именно с краюшку. Итак, вяжем так 2 уха. Далее, что у нас еще из деталек? Хвостик. Хвостик вяжем также круг. Значит, в кольцо 6 столбиков. Далее второй ряд 6 прибавок подряд, затем столбик и прибавка, затем 2 столбика и прибавка, и 5 ряд 3 столбика и прибавка, в ряду у нас 30 столбиков. Теперь 6, 7 и 8 ряд мы вяжем без изменений 30 столбиков. 9 ряд
Вяжем 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду останется 24 столбика. Вот такой вот хвостик у нас будет. Это последний ряд. 3 столбика, убавка. Делаем соединительный столбик, отрезаем ниточку для пришивания. Дальше, когда будем пришивать, потом будем по ходу пришивания наполнять синтепон, а так он вывалится. Итак, следующая деталь у нас голова. Значит, берем основной цвет и в кольцо набираем 8 столбиков без накида. Далее второй ряд провязываем 8 прибавок подряд. И в ряду у нас будет 16 столбиков. Далее вяжем третий ряд, столбик и прибавка, повторяем 8 раз. 24 столбика в ряду. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка. 8 раз повторяем, 32 столбика в ряду. Продолжаем делать прибавки. Значит, пятый ряд, 7 столбиков и прибавка, повторяем 4 раза. И в ряду у нас 36 столбиков. Шестой ряд вяжем без изменений, 36 столбиков. Седьмой ряд, 5 столбиков и прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. Прибавка. Восьмой и девятый ряд вяжем без изменений, 42 столбика. Десятый ряд, 6 столбиков и прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 48 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. 11 ряд вяжем без изменений, 48 столбиков. 12 ряд, 7 столбиков и прибавка, повторяем 6 раз, в ряду 54 столбика. 4, 5, 6, 7, прибавка. Далее 13, 14 и 15 ряд мы вяжем без изменений, 54 столбика. Теперь в 16 ряду мы уже вводим белый цвет, либо белый, либо у кого светлый беж. Значит, не заканчиваю последний столбик, ввожу и заканчиваю этим цветом ряд. Отрезаем ниточку. Это у нас получается верх головы. Теперь ввели, стягиваем, это можно потом завязать. За передние полупетли мы провязываем, то есть этот ряд 16 у нас весь будет вязаться за передние полупетли. Значит, за передние полупетли вяжем 13 столбиков без накида. Вот так вот. За передние полупетельки. Столбиков. Дальше мы делаем прибавки из полустолбиков с накидом. Делаем накид, и за передние полупетли мы делаем прибавки. 7 прибавок подряд. Полустолбики с накидом. На прибавка. Итак, не забывайте, что мы вяжем за передние полупетли. Прибавок. Далее вяжем 14 соединительных столбиков. Также за передние полупетельки провязываем 14 соединительных столбиков. Не стягивайте петельки, потому что нам в следующем ряду надо будет в них ввязываться. Поэтому аккуратненько так, свободно, чтобы были петли.
Далее опять вяжем 7 прибавок из полустолбиков с накидом за передние полупетли. И оставшиеся 13 столбиков мы вяжем просто столбики без накида за передние полупетли, довязываем до конца. 13 столбиков без накида. Теперь с 17 по 22 ряд уже будем дальше вязать, как обычно, за обе стенки петли. Значит, с 17 по 22 ряд мы провяжем без изменений 68 столбиков, которые у нас получились в этом 16 ряду. Далее 23 ряд, 32 столбика и убавка, повторим 2 раза. В ряду останется 66 столбиков. 24 ряд, 9 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас остается 60 столбиков. И дальше продолжаем делать убавки. 25 ряд, 8 столбиков и убавка, затем 7 столбиков и убавка, 6 столбиков и убавка. И так довязываем до 30 ряда, в котором у нас 3 столбика и убавка, и в ряду остается 24 столбика. Давайте сейчас ставим глазки. Вот остановилась на 27 ряду 6 столбиков и убавка. Потом просто будет неудобно, когда уже довяжем до 30 ряда. Поэтому давайте на этом этапе вставим глазки. Значит, отсчитывайте 14 рядов между 14 и 15 рядом. Вот у нас получится вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот между 14 и 15 это получается вот здесь вот. На этом ряду у нас глазки стоят. Между глазками 14 столбиков. Я ориентируюсь вот на вот эти вот прибавки, которые у нас были из столбиков, с полустолбиков с накидом. Вот я над ним, вот на первая прибавка, да, вот примерно здесь. И также здесь. И как раз получается 14 столбиков. У нас глазки располагаются, получается, на начале этих прибавок. Вставляем глазки и продолжаем вязать. Набиваем плотно голову и провязываем последний ряд. 2 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду остается 18 столбиков. И отрезаем ниточку для пришивания. Набивайте вот эти щечки, где у нас тут прибавки были. Здесь у нас щечки. Хорошо здесь наполняйте тоже. Делаем просто в конце соединительный один столбик. Вот, и отрезаем ниточку, чтобы хватило нам пришить голову. Далее мы сделаем сейчас утяжки. Стянем, здесь у нас делаем бороздочку и приклеим носик. Значит, для утяжек берем вот этого цвета пряжу, либо другую какую-нибудь ниточку поплотнее, чтобы не порвалась при утяжке, так как плотно набита голова. Так, я беру ниточку обычную в 5 сложений, чем шьют. Она плотнее намного. Вот. И смотрите, чтобы не занимать весь процесс на камеру, я вам просто покажу. Выводим иголочку. Значит, ввожу я сначала здесь сзади, веду иголку между столбиками. Главное, не попадите в столбик. Вывожу сюда. Затем сюда. Потом захватываем синтепон. Хорошенечко захватываем синтепон и выводим под глаз. Ну, старайтесь под глаз. Если не получится за один раз, можете иголочку вытащить, вывести и переместить туда, куда надо. В общем, здесь где-нибудь под глаз выводим. И также вверх, вот сюда. Вот. Итак, ввели,
вывели, вернее, сюда иголочку, сюда ввели. Захватили синтепон, вывели сюда, сюда ввели и назад. Оставляем кончик здесь обязательно. Всю ниточку не прячем, оставляем кончик и будем здесь связывать. Итак, вот, значит, я вывела, как я сказала, и тут у меня 2 хвостика. Теперь будем их стягивать. Утягивайте так, чтобы глазики, да, немножечко вот так вот зашли. И здесь будем делать узелок. Узелков тоже лучше сделать 3-4, чтобы ниточка не распуталась. И все, и глазки наши утянулись. Так, смотрите, значит, так как у меня вот этот нос на клеевой основе, я его приклею потом. Но для начала я его примерно располагаю. Он у меня будет на границе между цветами располагаться, верхняя часть. Вот. И мне надо будет сделать бороздочку. Беру черную пряжу. Да? Бороздочка должна у меня спрятаться под носом. Соответственно, я смотрю, где у меня будет серединка носа. Вот. И где-то здесь у меня будет располагаться нос, середина. Значит, отсюда я читаю 1, 2, 3, 4 где-то ряда. 4, может даже 5 рядов. Ну, может быть 5. Вот. И, значит, отсюда выведу вот сюда. Посерединке, где у меня будет носик. Значит, вывожу сюда ниточку. Здесь в конце, конечно, я сделала узелок, чтобы ниточка не вылезла. Вот. У меня синтепон вместе с ниткой. Значит, вывели сюда и вводим 4. 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 рядом. Выводим обратно. И будем стягивать. Делать бороздочку и, соответственно, ротик. Вот так будет как-то у нас получаться. Значит, еще раз веду, чтобы зафиксировалось. Вот. И вот сюда выведу ниточку. И здесь я где-нибудь ее... Где-нибудь здесь глазки немножко расслабились. Зацеплю, может быть, внутри. Вот здесь за внутреннюю часть вязания привяжусь. Вот, а потом приклеится носик вот сюда. И вот так вот получится. Вот такая голова получилась. Я вышла еще бровки. Вот дальше продолжаем вязать. Значит, следующий у нас этап — это туловище, тело. Так, тело начинаем вязать с основного цвета. Опять же, я связала круг, не стала на камеру. Очень просто вяжите. Обычный круг с прибавками. Вначале в кольцо 6 столбиков провязываем. Стягиваем колечко, далее 6 прибавок подряд. Потом столбики прибавка, затем 2 столбика и прибавка. И доходите до 8 ряда, где у нас 6 столбиков и прибавка. И в ряду в этом у нас 48 столбиков. Провязываем теперь 9 ряд без изменений. 48 столбиков. Затем 10 ряд, 7 столбиков и прибавка 6 раз. 54 столбика получаем. Теперь с 11 по 16 ряд мы провяжем без изменений 54 столбика. Это получается 6 рядов. Так, значит, мы провязали по 16 ряд. Я остановилась именно на этом ряду, чтобы дальше объяснить вам. Значит, смотрите, 17 ряд. Если вдруг вы захотите вязать девочку, то 17 ряд вы провяжите за заднюю стеночку петли еще один ряд, 50, без изменений, 54 столбика. Вот. А мы провяжем еще один ряд, 17. Я думала провязать девочку, связать там, юбочку, потом привязывать, то решила, не буду этого делать. Как вначале я сказала, что вяжу такого же зайца, чтобы сравнить, поэтому буду вязать такого же зайца. Поэтому еще один ряд, 17 мы вяжем без изменений, 54 столбика, если вяжем мальчика. Если вдруг девочку, то за заднюю стеночку петли. Последний столбик не довязываем и ввязываем наш цвет кофточки. Отрезаем эту ниточку коричневую и вяжем 18 ряд без изменений еще, вернее, этим цветом без изменений провяжем
54 столбика. Только смотрите, как я снимала, там показывала, у меня есть на канале видео, как сделать переход. Вот сделайте переход, чтобы цвет был немножко не так заметен, более сгладить его, чтобы. И продолжайте вязать. Далее продолжаем вязать. 19 ряд, 7 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. 48 столбиков в ряду. И 20-21 ряд вяжем без изменений. 48 столбиков. 22 ряд, 6 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду остается 42 столбика. 23 ряд вяжем без изменений. 42 столбика. Далее 24 ряд, 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду остается 36 столбиков. Затем 25 и 26 ряд вяжем без изменений. 36 столбиков. 27 ряд, 7 столбиков и убавка. Повторяем 4 раза и в ряду 32 столбика. 28 ряд вяжем без изменений. 32 столбика. Наполняем тело, продолжаем вязать. 6 столбиков, 29 ряд, 6 столбиков и убавка. Повторяем 4 раза в ряду 28 столбиков. 30 ряд, 5 столбиков и убавка. Повторяем 4 раза и в ряду у нас 24 столбика. 31 ряд вяжем без изменений. 24 столбика. Значит, в 32 ряду будем ввязывать ручки. Вот, это у меня задняя сторона, где у меня соединение, да, вот у меня лицевая часть. И вот я беру ручки, у меня они вот так получились, что у меня один пальчик больше. И я его сделаю как бы большим, да, он будет у меня вперед смотреть. Поэтому тоже смотрите на пальцы, как у вас получились, чтобы выглядело правильно, красиво, как бы. Вот. Значит, смотрите. Кто решил ввязывать ручки, мы будем ввязывать их в 32 ряду. Примерно расположите на ваш глаз, потому что, опять же говорю, что я уже повторяюсь, может быть, не помню, что вязание у всех может быть разное. У кого-то начало ряда может идти ровно, у кого-то уходить в сторону, наискосок. И поэтому сказать количество петель, которые надо провязать, чтобы вязать руку, я не могу. Поэтому просто вам объясняю так, что вы прикладываете ручку и смотрите вот так вот. Видите, что она должна быть именно так, да, на ваш взгляд. И маркером отмечаете эти места, где будете привязывать, либо пришивать. Вот. Сейчас привязываем ручки и дальше будем вязать. Итак, вот я ввязала ручки. Единственное, что я могу сказать, что спереди между ручками у меня 8 столбиков расстояния. Дальше. 33 ряд. Мы вяжем 2 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. У нас получается 18 столбиков в ряду. 34 ряд. Вяжем без изменений 18 столбиков. Заканчиваю ряд. Мы будем ввязывать основной цвет. Будем вязать шейку. Значит, я отрезала уже ниточку и заканчиваю ряд новым цветом. И, значит, 35 ряд. За заднюю стеночку петли мы вяжем 4 столбика убавка. Повторяем 3 раза. И в ряду у нас остается 15 столбиков. За заднюю стеночку петли вот, вяжем 4 столбика и убавка. Неудобно на камеру. Ну, в общем, вы поняли, да? 4 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. 36 и 37 ряд мы провяжем без изменений, получившиеся 15 столбиков. Ниточку отрезаем. На этом мы закончили вязать тело. Дополняем тело и все. Да, значит, не забываем делать соединительный столбик в конце. Ниточку отрезать и прятать.
Значит, смотрите, еще забыла сказать, нам же надо еще за вот эти вот полупетельки, которые у нас здесь передние, провязать просто столбики без накида. Не надо ничего не прибавлять, не убавлять. Вот за вот эти вот полупетельки ввязывайтесь, присоединяйте ниточку сзади и в каждую полупетельку провяжите столбики без накида просто. Ну вот, что у нас получилось. Тело набили. Теперь пришиваем голову. У нас на голове на 3 столбика больше. И поэтому мы сделаем убавление, когда будем пришивать голову к туловищу, в 3 местах. То есть мы в 3 местах 2 столбика на голове мы будем пришивать к 1 столбику на туловище. Таким образом мы уменьшим на 3 столбика. И, соответственно, по кругу у нас получится аккуратно пришиться в каждый столбик, чтобы все сошлось. Да? Теперь нам надо будет пришить ушки. Мы их складываем пополам, соединяем вот здесь вот 2 края, сшиваем, чтобы не расходились они, чтобы нам было удобно пришиться к голове. Находим, соответственно, место для того, где нам нравится, для того, чтобы пришить, прикалываем их к голове и пришиваем. Думаю, тоже с этим можем справиться сами. Ножки мы не пришиваем. Хвостик только пришьем, и все. Еще один момент, когда у вас остается немного пространства, обязательно наполните хорошо шею, чтобы голова держалась плотно. Итак, пришили голову, ушки. Голова чуть-чуть так вот тяжеловатая. Забыла вам посоветовать, что можно вставить либо проволоку, либо стержень от горячего пистолета. Вот такую вот проволоку можно было вставить. Далее пришиваем хвостик, отсчитав от начала ряда снизу 10 рядов. И начиная с этого места, пришиваем хвостик. Итак, вяжем шорты. Я не снимаю вот этот вот момент, он простой. В общем, набираете 30 воздушных петель, смыкаете с кольцо, смыкаете и провязываете 6 рядов полустолбиками с накидом. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первую штанину связали, нить отрезали, вторую штанину связали, нить оставляем. Теперь будем связывать 2 штанины и вязать шортики дальше. Так, связываем 2 штанины вместе. Связываем их 3 столбиками. Вывожу я рабочую нить сюда, чтобы удобно было вязать. Это получается, я соединила первый столбик. Далее 2. И 3. Эти столбики у нас не идут в счет, они у нас остаются в середине шорт. Далее теперь по одной штанине провязываем 27 полустолбиков с накидом, и по второй тоже у нас 27 полустолбиков с накидом. Значит, так вот вяжем полустолбики с накидом. Шортики простые, поэтому их несложно вязать. И смотрите, вот довязываю я первую штанину до серединки. Здесь у меня, чтобы было меньше дырка, она как бы по-любому будет, но чтобы ее уменьшить, я последний столбик, не довязывая до конца, соединяю со столбиком, который у меня вот здесь вот штанину мы соединяли, да, 3 столбиками. Вот я в этот столбик, в один из этих столбиков буду провязывать 2 столбика в один, как бы сделаю я. Вот. То есть приблизить прям к серединке. Также и здесь я возьмусь, веду крючок вот именно в столбик, который у нас провязан вот здесь вот, да. Он у нас не считается, поэтому, чтобы не было лишней петли, я его просто соединю с первым столбиком. Вот. И вот получается, есть дырочка, но она почти похожа, как вот здесь между столбиками. Если же я не буду этого делать, то здесь получится большое пространство. Вы можете проверить. Вот. И дальше вяжем. Также, если это будет и с другой стороны, я также соединю 2 столбика в один,
чтобы уменьшить дырку. 7 ряд вяжем 8 полустолбиков с накидом и прибавка из полустолбиков с накидом. Повторяем это 6 раз, и в ряду у нас 60 столбиков, так как в предыдущем, вот в этом ряду 7 у нас получилось 54. Здесь у нас будет 60. 8 полустолбиков с накидом плюс прибавка из полустолбиков с накидом. Теперь с 9 по 12 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков, то есть 4 ряда вяжем без изменений. Вяжем 13 ряд, не довязывая до конца. Отсчитываем 11 столбиков, только находим эти 11 столбиков, чтобы у нас были они посередине, там будет располагаться хвост. Нам надо здесь оставить пространство для хвоста. Прикладываем шорты, находим серединку, и чтобы в этой серединке у нас были 11 столбиков. Намечаем начало и конец этого места. Вот в начале набираем 11 воздушных петель. И пропуская 11 столбиков предыдущего ряда, мы в 12 столбик провязываем полустолбик с накидом, и начало ряда у нас переместилось немножко дальше. Отсюда у нас будет идти отсчет рядов. Вот. И в 13 ряду у нас 60 столбиков. Так, 14 ряд мы вяжем без изменений 60 столбиков. 15 ряд вяжем 8 столбиков и убавка, и в ряду у нас остается 54 столбика. Повторяем 6 раз. В 16 ряд вяжем без изменений получившиеся 54 столбика. В 17 ряду вяжем 7 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду остается 48 столбиков. Провяжем еще 18-19 ряд без изменений. И на этом достаточно. Чтобы плавно закончить нам ряд, мы провяжем 2 ряда столбики без накида. Затем сделаем 2 соединительных столбика. Вот. Так загладили немного край. Ниточку отрезаем, прячем. Далее можно сделать из воздушных петель, вот, заняв 3 ряда, сделать для ремешка держатели, вот эти, как они называются, да, петелечки для ремня. Вот, уже по желанию, если хотите, чтобы был ремешок. Теперь будем пришивать ножки. Почему мы не пришивали их заранее? Потому что у нас нижняя часть широкая, и нам было бы очень сложно их одевать, и пришлось бы растянуть штанину. Чтобы этого не делать, выход такой из положения. Просто одеваем шортики на ножки, а потом их пришиваем. Шортики можно опустить там, чтобы они вам не мешали. Намечаем и пришиваем. Вот. Далее я свяжу, не буду снимать на камеру, я свяжу бантик и рюкзачок. Ну вот, связали мы зайца. Я померила этого зайца, он у меня получился 50 сантиметров, а этот 47. Значит, видите размер, да, вот головы уже какой покрупнее у этого зайца. Также все остальное, лапки чуть-чуть подлиннее, также и все остальные детальки немного подлиннее. Вот и разница крючка. Казалось бы, что тот 2,5, но этот крючок немного потолще. Вот. Итак, значит, я не снимала на камеру, как я вязала бабочку. Я набрала цепочку из определенных количества петель, сложила их пополам, и у меня в сантиметрах получилась вот эта вот длина. Сейчас скажу. 7 сантиметров
И провязала 7 рядов столбиками без накида. Стянула здесь, провязала вот этот вот держатель столбиками без накида, и все. В общем, очень простой бантик. Связала тоже портфель, тоже вяжется просто. Вот. Я думаю, вы с ним справитесь, здесь ничего сложного нет. Поэтому я не стала эти детали вязать на камеру. Но если вдруг есть какие-то вопросы, задавайте под этим видео вопросы, я отвечу на них. Ну вот, что еще? Ну и ремешок тоже я связала простым способом. Я думаю, что с ремешком тоже вы справитесь. Вот. Ну опять же говорю, если хотите, то может быть я сделаю видео по поводу всяких ремешков, жгутиков, какие бывают они рисунков. Вот. Ну на этом все. Мы с вами связали зайца. Спасибо за просмотр. Удачного вам вязания!